Мы находимся в том месте, которое называется Гиппос Сусита. Гиппос — греческое слово, означающее лошадь. И вот там наверху вы можете видеть статую, изображение лошади, вот там на самом верху холма, куда мы поднимемся. И Сусита — это арамейское имя, сирийское имя, которое означает то же самое — маленькая лошадь. Причина такого названия состоит в том, что между вот этими холмами мы видим некое такое седлоподобное геологическое явление. Здесь по дороге мы находим саркофаг, высеченный из базальта. У подножия холма Сусита Гиппос мы наблюдаем кладбище, большое кладбище, которое фактически является городом мертвых. Сейчас я вам покажу его. Мы так в этом как раз провале находимся сейчас. Вот здесь, собственно, мы находим остатки украшений того самого города мертвых. Некрополь, город мертвых, у подножия холма, масса базальта. Это один из саркофагов, которые мы наблюдаем здесь. Это уже из песчаника сделан саркофаг из более мягкого материала. А это то, о чем мы будем говорить сегодня чуть подробнее. Это набок повернутая часть, сегмент сифонного водопровода, который использовался для обеспечения Суситы Гиппоса водой. Раньше вот эта вот дырка, пока ее тут не заполнили, была полностью сквозная. Я объясню, что это значит, как это работает. Это очень интересно. Вот проводили анализ отложений внутри этих сегментов. Этот анализ показал, что вода взята из Эйн-Канафа и Эйн-Суситы. Это те источники, которые находятся в 2 километрах к востоку. Там и там. Там и там. Вот с тех холмов виден акведук, который был открытым. И он тек, собственно, до определенной точки. Потом водопровод превращался в сифонный водопровод, который создавал специальное давление. Видите, там еще один саркофаг валяется чуть ниже на холме. Еще одно захоронение уже из базальта. Это некрополь у основания города Гиппос Сусита. Ну, причина понятна, почему хоронили за пределами городов и в низине. Это, собственно, для того, чтобы не отравлять источники воды и чтобы, собственно, процесс гниения и разложения мертвых тел происходил за пределами жилой застройки. Прямо на запад от нас Тверия, которая была построена в честь императора Тиберия, который правил во времена, когда был распят наш Господь Иисус Христос. Поднимаемся из самой нижней точки, из зоны некрополя в сторону самого города. Римляне создали систему сифонного водопровода, что, в общем-то, открывает нам важный элемент в том, как город обеспечивался водой. Потому что нужно было каким-то образом доставить воду через долину, через это вот седло, поэтому название города Гиппос Сусита, маленькая лошадь, вот сюда, на достаточно крутой холм. Задачка не из легких, и то, что они сделали с сифонным водопроводом, означает одну вещь. Они знали,
как работает физика воды. Здесь мы видим остатки укреплений и крепостную стену, охранявшую доступ или подступы к городу, к верхней его части. То есть некрополь прямиком приводил вас к входу в город. Это пример того сифонного водопровода, когда он состоял из сегментов, высеченных из базальта. Видите, как они входили при помощи пазов, соединялись друг между собой. И зазоры между сегментами заделывались при помощи гипса, при помощи глины. Это удивительно. Смотрите, мы видим часть открытого акведука, водовода, который шел сверху вниз до этого седла, а потом дальше вода начинала течь внутрь вот этого закрытого сегмента, который позволял создавать так называемый негативный или инвертированный сифон, который доводил воду сверху холмов в город Сусита на холме. То есть с одного холма на другой вода доходила до города, где сохранялась, и через распределительную систему каналов внутри города она доводилась до нужд жителей города. Город, который вы увидите через минуту, древний, относится к эллинистическим временам, как временам Александра Македонского. Я вам расскажу немножко побольше о нем, когда мы будем уже там. Небольшая смотровая, которая использовалась, скорее всего, еще даже в шестидневной войне 1967 года израильскими силами обороны. То, что вы видите перед собой, это оставшаяся стена, внутренняя стена большой башни, которая охраняла восточный вход в город Гиппос Сусита. Город окружен очень крутыми склонами со всех сторон. В городе нет своего источника воды, поэтому город Гиппос Сусита очень сильно зависел от надежности источника воды, которая доставлялась сюда через сифонный водопровод. А здесь прямо у восточной башни, у входа в город Сусита, мы находим с вами обнаруженный водовод, сифонный водопровод, сделанный из базальта, видите? И мы даже видим остатки того самого прекрасного и очень технологичного водопровода сифонного, который был построен римлянами. Сейчас мы стоим у самого начала улицы, идущей с востока на запад, и по причине того, что этот город расположен на холме, на большом холме, который выступает высоко над долиной, 305 метров, наверное, над уровнем Галилейского озера. И здесь он протяженный, этот так называемый островок, вот этот вот холм с востока на запад. И поэтому главной улицей в этом городе является не Кардо, которая обычно в римских городах шла с севера на юг, с юга на север. Здесь главной улицей города стал Декуманус, улица, идущая с запада на восток. Здесь продолжаются раскопки,
И эта улица была, самое главное, очень-очень людное, насыщенное движение людей туда и обратно. Можете себе представить, справа и слева магазины, товар, люди, торгующиеся, шум. Улица длинная, она 550 метров длится с востока на запад. Это половина старого города Иерусалима. Здесь мы видим остатки того, что использовала армия обороны Израиля в 1967 году во время шестидневной войны против Сирии. Одно из редких деревьев здесь, создающих тень, хорошая площадка для того, чтобы посидеть, отдохнуть от палящего солнца. Как вы здесь видите, большая часть города до сих пор не раскопана, как в большинстве случаев. Это очень дорогое удовольствие. Мы стоим у входа одного из двух зданий, которые были созданы на заре молодого государства Израиль, потому что Давид Бен-Гурион сказал, что на основании древнего греческо-римского города будет основано еврейское поселение, и были созданы планы по благоустройству. Ну, в общем-то, на этом все и остановилось, потому что здесь были масса ограничений. Это место было обещано кибуцу Эйн-Гев, который находится прямо практически внизу, на берегу Галилейского озера. Это одно из двух зданий, которые использовались для военных целей во время шестидневной войны. Поскольку сейчас праздник Суккот или праздник Кущей, который прямо сейчас отмечается в Израиле, мы видим еще одну вот такую сукку. Сукка на иврите – это сооружение временное, в котором евреи должны были жить в течение недели, вспоминая о тех 40 годах пустыни, в которой Господь хранил свой народ. Красивые виды, еще раз, голландских высот слева. Дальше южная оконечность Кинерета, моря Галилейского. Внизу кибуц Эйн-Гев, его фермы и плантации. Очень богатый кибуц. И мы с вами находимся у южной сейчас оконечности города Гиппос-Сусита. В общем-то, здесь мы наблюдаем очень важную, отличительную особенность этого города. Это одна из византийских церквей города Гиппос-Сусита. И весь город пал при разрушении во время большого землетрясения в 749 году, как многие города, включая Бет-Шиан или Скифополис. И видите, как колонны, лежащие здесь, они лежат в одном направлении с 749 года, как они были найдены. Это на латыни называется in situ, то есть на месте, где они упали, там они остались и были обнаружены. И мы находим здесь основание колонн. Мы видим здесь мраморные колонны, которые были привезены сюда из Египта и Малой Азии, то есть из Турции. Как вы можете знать, ведь розовый мрамор очень красивый. Это в Кесарии Приморской, например, резиденции Цезаря, построенной Иродом Великим, тоже мы находим разного цвета мрамор, гранит. И весь этот материал был привезен сюда, потому что гранита и мрамора в Израиле нет. Есть что угодно, только не эти материалы. Вот. Ориентация церкви на восток для христиан понятна, потому что восток – это восход солнца, это раннее утро, которое символизирует воскресение Иисуса Христа из мертвых, и это алтарная часть церкви византийской. И вот здесь внизу мы видим ступеньку, которая ведет в эту алтарную часть, и те основания
подножия для столбов, для забора, который преграждал путь обычному мирянину, который приходил в церковь для молитвы, поклонения, на собрании, для чтения Библии и так далее. И вот здесь, между этими двумя основаниями, этими выемками в камнях, мы видим проход, который использовался для того, чтобы войти. Вот таким образом выглядит сегодня одна из византийских церквей. Византия, напоминаю вам, или Византия, как хотите, это Восточный Рим, основанный императором Константином, который стал христианином и учредил христианство как государственную религию на территории Восточной Римской империи. На полу этой церкви мы находим остатки мозаики. Здесь она не очень богатая, исходя из размера вот этих вот камней. Вот здесь мы видим более богатый орнамент, элементы мозаики, которые называются тессера. Чем мельче эти элементы, чем больше цветов этих элементов, тем богаче были спонсоры, которые финансировали создание этих вот вечных произведений искусств. Вот. Как вы видите, тоже здесь мрамор и гранит, импортированные сюда, привезенные сюда в целом виде. Но здесь это во время землетрясения раскололось, эти колонны сюда везли в целом виде. Это один из притворов. И мы видим место, где происходило водное крещение для тех, кто принимал Христа. И здесь, вот смотрите, интересно, что на греческом языке, здесь вот на полу, не знаю, видите ли вы или нет, очень яркое солнце, надпись посвящения. Обычно такие надписи на греческом языке даже в синагогах находят, которые говорят о человеке, который потратил деньги на восстановление, на ремонт, на украшения и так далее. И просто для интересующихся античной архитектурой обратите внимание, низ основания стен сделаны из более прочного базальта, верхняя часть, верхние ряды, кладки сделаны из более мягкого песчаника, что создает визуально более приятные для глаз сочетания цветов. Здесь также видно, так скажем, недораскопанная часть улицы, столбы. Что еще предстоит нам увидеть, это основание колонны, скорее всего. Упавшие колонны повсюду. Как вы видите, направление упавших колонн примерно вот одно и то же, с запада на восток, толчки. И Израиль, древняя земля Израиля, находится на африканско-сирийском изломе. И здесь было два очень крупных землетрясения в 363 году и в 749 году. То, что примыкало к центральным улицам во всех римских городах, это было всегда что-то общественного характера и назначения. Каменные сосуды, причем разных размеров, в которых могло храниться либо зерно во избежание порчи. Также мы видим колонны, столбы, табурет. Вот. Как и здесь, в центре. Обратите внимание, значит, внешняя часть несущая — это базальт,
Внутренняя часть, похожая на лестницу, возможно, ведущая на второй этаж, сделана из более легкого материала, из песчаника. Как здесь мы видим лестницу уже из базальта. Здесь также большое количество различных элементов, как и колодец. Что необычно для частного жилища, что выдает в этом жилище богатую семью, живущую прямо на центральной улице города. Эта улица ведет с севера на юг, и ее можно было бы, как одну из этих вот перпендикулярных улиц, назвать Кардо. Но здесь главная улица не Кардо, как в большинстве городов, а Декуманус. Обратите внимание, капитель, колонны в коринфском стиле исполненные. И обратите внимание, еще ориентирована еще одна церковь. В которой были обнаружены под полом церкви так называемые святыни, святые мощи святых людей, что, в общем-то, принято было в языческом мире, в сегодняшнем раввинистическом иудаизме, что является абсолютно неприемлемым с точки зрения Священного Писания, но, тем не менее, люди практиковали, и, как вы видите, здесь также мы видим по центру ориентацию на восток. Это церковь, и здесь на английском языке написано, собственно, что здесь происходило, что здесь было найдено. И говорится, что первые христианские святые были мучениками, верующие во Христа, подвергались преследованиям и умирали за свою веру. И вера в то, что физические останки святых обладают какими-то чудесными свойствами, привели многие церкви к конкуренции за обладание останками, мощами святых. И они их также выставляли на обозрение, что было найдено в данной конкретной церкви. Здесь эти останки, мощи святых хранили в реликварии. Это так называемый такой сундук из камня, который помазался елеем, и у него верхушка, он был сделан как саркофаг, этот реликварий, и у него крышка этого реликвария, этого саркофага, она была такая перфорированная, волнистого вида. Собственно говоря, вот о чем я говорю. Здесь мы видим капитель более старого образца, ионического. Уже видим закругление в виде свитков по бокам. За восточной стеной церкви, прямо примыкающее помещение, мы находим здесь, смотрите, очень интересное, глиняный водопровод, древний глиняный водопровод, который использовался древними римлянами. Это система распределения воды в Сусете. Здесь мы видим еще одну часть, если вы видите, глиняного водопровода. А вот здесь мы видим одну из цистерн, хранилищ воды, которые использовались в домах и не только. Вот там видим внизу часть водовода также. И вот по верху этой стены, ну там по верху стены, видна канавка для стекающей воды вот сюда.
и далее. То есть это очень похоже на баню для омовения, собственно говоря. Все, что связано с водой, оно было покрыто всегда гипсом, штукатуркой, чтобы вода не уходила. Впечатляющие руины. Есть на что посмотреть. Масса интересных подробностей, говорящих о образе жизни, о быте жителей этого небольшого города. Но мы продолжаем наше путешествие по городу Гиппос-Сусита. Здесь мы находим еще один из колодцев с водой. Эти колодцы — это, скажем так, это окно в цистерну, в хранилище воды. Это не колодец в нашем обычном понимании. А сейчас перед нами то, что называется в древности базиликой или басиликой. Вопреки широко распространенному мнению, базилика – это не церковь. Так же, как синагоги до разрушения храма не служили местом молитвы. Базилика – это, можно сказать, как мэрия или городское собрание, куда сходились люди для обсуждения тех или иных вопросов, связанных с юридической стороной, с вопросами управления города, обсуждения различных других социальных аспектов. Вот перед вами, пожалуйста. Спускаемся в городскую мэрию города Сусита, Гиппос. Обратите внимание на цилиндрические элементы из базальта, которые положены в стену. Коринфские колонны. Эта колонна, она достойна особого внимания. Обратите внимание на то, как она была штукатурена, какая у нее капитель коринфская, очень-очень интересная, красивая. Причем базальт – это не самый легкий материал для обработки, очень-очень твердый и раскалывается очень легко. Представьте себе, сколько труда было потрачено каменщиком, например, чтобы сделать вот тот элемент колонны наверху. Коринфская колонна, коринфская капитель. Остается догадываться о том великолепии, которое представлял собой город Сусита. Это так называемые остатки былой славы. Это то, что мы находим также и в Масаде, во дворцах Ирода Великого. Вот смотрите, обратите внимание, да? Фрески. Краска разноцветная, нанесенная на штукатурку. Римская, итальянская фреска. Обратите внимание на искусное, сделанные каменщиками украшения, перекладины на входе из мрамора,
Здесь также еще один элемент из мрамора, импортированный из Египта и нынешней Турции, из Малой Азии. Здесь мы видим изображение, реконструкцию того, как могла выглядеть эта базилика или басилика. Это величественная базилика. К ней примыкали дополнительные боковые помещения. Мы видим входы в них, сохранившиеся основания колонн. Это вот улица Декуманос, по которой мы с вами шли с востока на запад. Видите, какие здесь вот были ворота. Одно основание слева, еще одно основание справа. Высотой эта базилика была вместе с коньком крыши примерно 17 метров. Представьте себе пятиэтажное здание. И базилика всегда строилась рядом с форумом. Форум — это латинское слово, римское. На греческом это агора. Агора есть во всех греко-римских городах, где собиралась публика. Это был рынок, это была центральная площадь, где была торговля, где выступали философы, как какой-нибудь Гайд-парк в Лондоне сегодня или в других городах публичных. Это как Марсово поле или Ареопаг в Афинах. Это очень популярное такое место сбора людей, поскольку интернета не было и не было телевидения. Люди собирались для обсуждения и для выслушивания каких-либо новых учений, идей, философских веяний. Это было всегда интересно. Греки этим славились, а римляне, которые унаследовали греческую культуру, они также увлекались тем же самым. И был тот же самый пантеон тех же богов, только с новыми именами. И вот здесь мы находим мраморную колонну с древними аутентичными надписями на греческом языке. Обычно надписи в публичных местах были памятная какая-нибудь доска почета для обозначения людей или семей, богатых спонсоров, которые считались благодетелями, при помощи чьих денег город строился, обустраивался, ремонтировался, украшался. На площади Агора, или форума, мы находим интересную подробность. Во многих римских городах спонсоры, власти городов нанимали известных каменщиков с наилучшей репутацией, с наилучшим предложением по рынку, как говорится. И здесь, на этой площади форума или агоры, каждый пятый камень несет на себе отметку того или иного, пожалуйста, как здесь мы видим, того или иного каменщика, который выполнял работы по заказу глав города. Каждый пятый камень, 20% этой площади помечено теми или иными каменщиками, что мы находим в крепостях, в городах. А вот это вот сооружение, которое находится в юго-западной части города Сусита, это был открытый храм поклонения римскому императору. Вот в этой нише ставилась статуя императора. Причем интересно, когда император умирал, на его место приходил следующий император.
меняли не всю статую, снимали просто голову прежнего умершего императора, и на ее место ставилась голова следующего. Так выглядит агора или римский форум с западной стороны. Сейчас мы с вами пройдем в одну из важнейших частей жизнеобеспечения любого города древности. Поскольку я вам уже говорил, что город Сусита, Гиппос Сусита, не имеет своих источников воды, город, его существование, выживание напрямую это связано было с наличием воды, с сохранением воды. И здесь мы видим римскую цистерну, в которую сейчас, насколько я понимаю, двери закрыты в силу, наверное, обрушения или нестабильности структуры. В общем, это очень большая цистерна для хранения воды, которая собиралась сюда через сифонный водопровод, который вы уже видели. И отсюда люди черпали воду. Что еще происходило? Здесь уже в новую эпоху, в 20 веке, в 1967 году, во время Шестидневной войны, здесь, в этом резервуаре водном, прятались солдаты сил обороны Израиля. И они были минометчики из 336-го батальона. Даже под огнем, находясь из сирийских войск, солдаты, минометчики продолжали выпускать мины по врагу. И, как вы знаете из истории, 10 июня 1967 года Израиль одержал победу над врагами в шестидневной войне, и голландские сирийские высоты стали израильскими сирийскими высотами. И за это слава Богу. У любого греко-римского города этот маленький город, по сравнению, например, с тем же Скифополисом или Бейчианом, вот так для любого греко-римского города было характерно иметь агору, форум, который мы с вами видели, различные храмы и часть, вот здесь вот люди поднимались в этот храм по этой лестнице, где с другой стороны стояла статуя императора. Мы видели базилику, место собраний городских, вот, решающих всякие вопросы. Мы увидели центральную улицу, Декуманус в данном случае. Чего еще не хватает? Мы увидели баню, которая является частью тоже социальной жизни, да? Вот. Сейчас мы идем по направлению к месту, которое называется здесь Одеон. Одеон – это разновидность римского или греческого театра, который в данном случае в силу сильных ветров на голландских высотах, особенно вечерами, имел крышу. И в него вмещалось до 400-500 человек. Это трудно сейчас представить себе, но основания, укрепления, перекрытия, они говорят о том, что здесь реально был театр. Я хочу сказать, что есть отличие между театром и амфитеатром. Амфитеатр – это полная замкнутая сфера. Театр – это полусфера. В данном случае это театр, который называется Одеон. Вот сейчас я вам покажу его сначала картинку, как он мог выглядеть с крышей. Вот, обратите внимание. И он расположен немножко не характерно, потому что в большинстве случаев театры, как, например, в Кесарии Приморской, Кесарии Маритима, я сейчас стою на сцене, прямо сейчас, скажем так, за кулисами. Вот. Здесь мы видим различные сценические помещения, откуда выходили актеры, выезжали какие-нибудь декорации. Вот. И это все было покрыто, естественно, деревянным помостом сверху, чтобы выходили в костюмах нарядных исполнители, музыканты, актеры, для того, чтобы показывать комедии или трагедии в греческо-римском стиле. Вот. Что здесь необычного? Здесь
чаша театра повернута от моря. То есть море Галилейское сзади, зрители сидели спиной к воде. Собственно говоря, с таким Одеоном, с таким театром это логично, потому что когда ветра и город строят крышу над театром, логично, что совершенно без разницы, можно сказать, куда, в какую сторону поворачивать чашу. Смотрите, для того, чтобы вымостить пол в театре, для выступлений, в том числе для зрителей, которые приходили сюда посмотреть, использовалась мраморно-гранитная крошка. И мы с вами сейчас возвратимся назад и будем уже прощаться с древним городом Сусита. И в самом конце я вам скажу совсем немного насчет того, что зачем здесь этот город, почему такое присутствие здесь языческое, много признаков языческой жизни, храмовой проституции, публичной жизни, которая является прямым противоречием тому, что требует закон Божий. Вот. Здесь мы видим короткий участок того, что должно было быть центральной улицей, как в любом другом римском городе. Это Кардо, идущая с юга на север. Это вот улица с колоннадой. Но она, естественно, не имела такого значения, как Декуманус. Вот. Сейчас я найду местечко, где я могу сесть и рассказать вам то, что говорит Писание об этих 10 городах, что здесь происходило, для того, чтобы у вас был небольшой контекст, понимание значения таких мест и почему они здесь сейчас лежат в руинах, и что здесь происходило во время Иисуса 2000 лет назад. А перед этим мы выйдем с вами вот на эту обзорную смотровую. Я вам покажу, что здесь где находится, немножко для вашего понимания. Где находится этот город. Мы находимся на восточном берегу озера Галилейского, или Генесарецкого, или Тивериадского, как называют разными именами это место. Писание Нового Завета. Я вам уже показывал, вот прямо там напротив находится город Тверия, на нынешнем иврите Тивериада или Тибериас. Дальше мы видим скалу. Это гора Арбель, у подножия которой находится библейский город или поселок Магдала. Дальше двигаемся сюда. Там будет Кинарот. Дальше, смотрите, большая гора Мейрон. Напротив этой горы, на следующем холме, город Цфат. Один из 4 городов, святых городов Израиля. Это столица Кабалы. Дальше, смотрите, внизу, вот здесь, на этом побережье, у моря, мы находим Капернаум, Кфар-Нахум, город Иисуса, где Иисус провел годы своего служения. Один из городов, проклятых Иисусом, из-за того, что, несмотря на чудеса, этот город не уверовал. И Господь сказал о нем, что ты до небес вознесся и до ада не низвергнешься. Но Иисус там служил
Вот туда, если посмотреть, видим округлую вершину. Это гора Преображения, гора Тавор или Фавор, где в Судьях 4 и 5 главах собирают 10 тысяч евреев, войска, пророчица Девора или Двора на иврите, под руководством воителя Барака. Прочитайте эту историю. На самом деле эта гора больше связана с еврейской историей, чем с христианской. Она считается горой Преображения только по традиции IV века. Итак, к нашим выводам.